Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, возможно ли в Ирландии прожить на социал, не работая. Часто украинцев щимят, да, шеймят и пишут такие, в кавычках, да, приятные комментарии, что приехали, тут сидят на шею правительства, получают этот социал. И часто это пишут те люди, которые приехали сюда 20 лет назад, 15, 10. И главное, да, как говорится, ихние, да, претензии в комментариях, они звучат, в принципе, одинаково. Это я приехал 10 либо 20 лет назад, сразу пошел на работу и ни одного дня не сидел на социале и вообще эту medical card в глаза не видел. За все плачу сам, либо сама, плачу налоги и вообще не знаю, что такое, да, социальная помощь от государства, бенефиты. То есть все для меня это в диковинку. Я не понимаю, как можно, да, по какой причине можно сесть и сидеть на шее у государства. Это нужно быть каким-то аморальным, нереальным, да, плохим человеком. Это в их понимании. И плюс еще главное их тезис, это то, что вас сюда пустили тоже как бы на льготных условиях, потому что в Ирландию нужна была виза, да, мы здесь всего добивались, этих документов, этих контрактов, то есть все вот это бла-бла-бла. Давайте сразу закроем этот кейс с вот этими вот людьми. Давайте теперь так, я задаю вопрос, вот именно я понимаю, что меня смотрят такие люди. Вомер холодного копчения. Такой плотненький. Красавчик. В наличии в Ирландии доставка 1-2 дня по почте. Ясно, это люди, которые приехали с стран Евросоюза. Зачем в Ирландию? Они приехали в Ирландию не по причине того, что им нравится Ирландия, английский язык, культура, традиции, климат, и вообще они просто кайфуют в общем и целом от Ирландии. Конечно же нет, давайте не будем, как говорится, притворщиками, да, не будем просто себя загонять в какой-то угол, а нужно тоже признать правду, что вы покинули свои страны по экономическим соображениям. Давайте разбирать сразу, да, почему украинцы покинули, я потом это скажу, и почему вы покинули свои страны, вы их бросили, потому что ваша страна не могла вам, да, дать столько денег, либо работы, чтобы комфортно там жить. То есть вы променяли свою родину, свою страну из-за денег, вы понимаете? То есть вы сюда приехали 20, 15, неважно сколько лет назад, вы продались за бабкой, вы приехали за бабками сюда, вы экономические переселенцы, да, вы экономические просто, ну, вы, понятное дело, вы не беженцы, вы просто мигранты, которые приехали работать, которые приехали за не то, что даже хорошей жизнью, у вас там тоже, вы приехали не с Африки, не с Афганистана, где там просто, да, какие-то еще древние понятия, и люди до сих пор живут в каких-то мазанках непонятных. Нет, вы приехали тоже с европейских стран, которые вполне развиты, есть свет, есть заводы, то есть все нормально, все комфортно, но вы хотите большего, и вам не важно, где это произойдет, в Ирландии, в Германии, в Америке, в Канаде, и вы туда переезжаете, вообще у вас внутри ничего не ёкает, все отлично, при этом вы являетесь что, патриотом своей страны. Там поляк, Польша вперед, при этом он находится, например, в Ирландии, или литовец, латыш, эстонец, болгар, румын, все за свои страны горой, но при этом они уже 15-20 лет находятся в Ирландии, живут, работают, платят налоги в Ирландии, и это нормально, то есть это все нормально. Это все хорошо, вы молодцы, вы платите налоги, все класс. Но мы давайте вернемся к главному вопросу, по какой причине вы сюда приехали. Я сказал сразу, это экономические вопросы. То есть вы выехали по той причине, что вас не устраивает ваша страна, вы понимаете? Вас она не устраивает, вы ее бросили, вы уехали. А теперь давайте вернемся к украинцам. Почему же они уезжают и почему они попадают сейчас в Ирландию, в Германию, в Италию, в Испанию и так далее. По всему миру, да, украинцы сейчас разъехались. Обратно же, те, кто смог выехать. Главное, что вы все должны понять, это украинцы выехали из-за того, что на нее напали. Полномасштабная война, одна из самых крупных войн, такой крупной войны
была последняя, это только Вторая мировая война. Вы понимаете масштаб? Многие просто не понимают, они только видят бла-бла-бла и думают, это шуточки. Я с Донецкой области, город Доброполе. Ребята, я готов каждому вот этому вот комментатору и писаке дать свои ключики от своей квартиры. Мебель, одежда, там все есть, вода, свет, нету только холодильника и стиралки, посудомойки, все это продано. Если кто-то хочет поехать туда, а это Покровский район, и от Покровска 20 километров, если кто-то хочет поиграть вот этот вот прекрасный квест и понять, почему, например, лично я уехал и моя семья, то прошу, я лично дам вам ключи от своей квартиры, поедете там недельку, поживете, прочувствуете вот эти вот все сигналы тревоги от 3 до 5 часов, отключение света, воды, прилеты постоянно, где-то там вдали постоянно бахает, а возможно и у тебя во дворе может оказаться какая-то вороночка, ракетка, либо вылететь стекла могут ночью. То есть вот это все вы прочувствуете, всю вот эту вот атмосферу, кайфанете, потом приедете и скажете, запишите видео и скажете, как оно. Нужно оставаться, нужно выезжать, либо все комфортно, все хорошо. Давайте так, за всю Украину я говорить тоже не буду, не хочу. Я говорю лично, могу сказать сразу с уверенностью, что все люди, которые с оккупированных территорий и с прифронтовых областей, там жить невозможно просто. Это не жизнь, это ад, это напряжение, это стресс, это неопределенность. Так что к этим людям, которые уехали, лично я претензий не имею. Ко всем остальным у меня не то, что претензии, просто я не пойму, у некоторые по понятным причинам тоже выехали, потому что многие страны уже признали, что есть, да, безопасные областя, в Украине они есть. Хотя это тоже все под вопросом. Но мы не к этому. Я к тому, что я готов предоставить этим прекрасным людям свои ключики. Езжайте ко мне в город, в мою квартиру, поживете там, кайфанете, прочувствуете это все, а потом приедете и скажете. Либо, может, вы захотите остаться, я могу вам продать эту квартиру, даже почти даром, просто поверьте. Вот так вот. Так что с этим мы разобрались, почему вы приехали, почему приехали украинцы. Мы это, наконец-то, я думаю, этот вопрос закрыли. К украинцам тоже есть многим претензии, да, почему, что и как, мутим, крутим, это понятно. Но пока закон разрешает ходить в пабы, гулять, ездить отдыхать, скупляться, снимать видео, кайфовать, это все разрешает government, то есть правительство разрешает это делать людям. Они ничего не нарушают. Ничего, этика, мораль, она не работает в законе. В законе прописано, человек может делать это. Все украинцы это и делают. Если изменят закон, они не будут этого делать. То есть претензии все к правительствам стран, ну, тем, да, кому не нравится, как ведут себя украинцы, пожалуйста, обращайтесь к своим правительствам, если вы граждане этой страны, и говорите, вот мы хотим, чтобы украинцы там, не знаю, не шлялись, не ходили, отсвечивали в пабах, кричали, гуляли, отдыхали, кутили и так далее. Без проблем. Но закон этого не запрещает, и люди живут дальше своей жизнью. Так что как-то так. Следующий вопрос, это наконец-то мы доходим к тому, что можно ли выжить в Ирландии на социале. Давайте так. Скажу сразу. Я знаю парочку, да, таких вот примеров, которые уже здесь около 20 лет, и они живут в социальном доме. Получили, конечно, они его не сразу, где-то после 5 или 6 или 7 лет проживания, да, и после того, как, в принципе, получают социальный дом, то они сели и сидят, ничего не делают. Там есть мужчина, да, и он ничего не делает. Может, даже этот человек меня смотрит, он знает, но ничего страшного, я говорю правду, как она есть. В Ирландии возможно сидеть на социале и жить, если ты получил социальный дом. Если ты его получил, то, конечно, и там подписан контракт, я не знаю, сколько там, пожизненно, либо на 100 лет, что-то такое, то, конечно, тогда ты можешь сидеть и в носу колупаться, потому что главный расход в бюджете Ирландии, это у людей, конечно же, либо ипотека, кредит за машину, а те, кто снимает рент, то есть у них это рент, понимаете, да, то есть главные растраты вообще из вашего бюджета, это 50%, это все связано с жильем, то есть коммуналка, жилье и кредиты, все это забирается, а то и больше, может процентов, наверное, даже 60 забирается на все вот это вот. Если у вас есть своя квартира, либо дом, другой вопрос, именно не в ипотеке, уже это ваша
личное. И второй момент, это если вы получили социальный домик. Вот тогда вы в шоколаде. И не нужно рассказывать, куча людей из всех стран, которые я перечислил, да, которые слишком агрятся и выписывают плохое насчет украинцев, то они, кстати, и пополучали тоже такие домики и живут себе шикарно, и сидят на социалах, и пооформляли себе инвалидности и так далее и тому подобное. Не нужно рассказывать, что только украинцы что-то там берут от этой страны. Не забываем, что украинцы приехали сюда из-за войны, это первое. Второе, они временно, у них временная защита. Разные вещи, вы понимаете, да? Плюс с минусом можете отличить. Дальше. Может ли человек на социале сидеть в Дублине, у которого нет своего жилья? Ну нет, конечно же. Ну конечно же нет. Невозможно. Просто априори нет. Если там какая-то койка-место 650-700 евро. Каким образом, если он будет на джобсикере, да, на выплате по поиску работы, да, 232 евро в неделю. Это ни о чем, вы понимаете? То есть в Ирландии можно жить на социале при условии, что у вас есть социальный дом. Вот тогда вопросов нет к вам. И второй момент, это крупные города даже можно не рассматривать, это первое. Вообще просто не думать о том, что на социале можно, если вы вот так, да, украинец, и вы сидите на социале, отменять все эти программы, АРП, и вы будете сидеть. Нет, конечно, это невозможно просто. И вообще, какой адекватный человек, например, мужик, да, которого семья, как он вообще собирается? То есть он был готов не работать, чтобы его семья просто, ее выставили на улицу? Ну, конечно же нет, он пойдет работать. Нет знания языка, пойдет на фабрику, пойдет в строительство, в стройку. То есть куча работ есть, где английский просто нужен базовый, вообще базовый. Поработает там полгодика, чуть больше, подтянет сам этот английский. Уже будет больше понимать, что происходит. Так что это вопрос риторический. Если человек готов терпеть и жить на грани выживания, пожалуйста. Но в Дублине и в больших городах, там Корк, Лимерик и так далее, это невозможно, это нереально. Вот в маленьких провинциях и селах, вот там да. Если у нас, например, сейчас в городке можно еще комнату найти даже за 500, где-то даже за 450, 400 рассказывают. Есть такие комнаты, да, комнаты. Сдают где-то там на окраине нашего городка, за 400 можно снять комнату. Вот если ты на социале получаешь, грубо говоря, округляем, 1000, да, евро, то вот минус 400, там еще коммуналка какая-то, сотка, да, там что-то ты сам себе накрутишь. Там свет, интернет, мобилка, там, ну вот, давай 500. И 500 у тебя еще остается. Что там одному надо? 200, 300 вот так вот на еду со шмотками, вот так вот. Еще даже остается что-то, какой-то полтинничек можно под матрасик всунуть. Вот тут вот, да, мы разобрались, да, что в маленьком городке, либо, ну, в селе, в провинции ирландской, маленькой, да, тут можно попытаться на социале как-то выпетлять. Либо, как и украинцы сейчас петляют по АРП. Живут по АРП, то есть за них платят и получают социал. Им вот так вот хватает. Они платят только билы, а билы что там? Только свет, ойл, это когда отопление, да, то есть 3 месяца там, грубо говоря, ну максимум 4. Все, то есть им хватает и нормально, комфортно можно жить. А вот так вот осознанно, если человек хочет остаться в Ирландии, осознанно, и сесть на социал, сидеть, и он думает, что этих денег хватит, чтобы комфортно жить, не дай бог у него семья, ну, конечно же, нет. Кто-то напишет обратно, если там семья из 2 человек, и там у них 3-4 детей, то там, конечно, сумма социала тоже там больше 2,5 тысяч, да, и до 3 чуть ли не доходит. Тоже вариант, ну так это ж, извините, это уже у каждого эксклюзивные моменты в жизни, то есть эксклюзивные предложения, да, то есть сколько детей у кого, это все индивидуально, понятно, рассчитывается. Мы говорим про классический вариант, либо один человек, либо семья с одним ребенком, например, вот в комплексе, да, невозможно в каком-то даже Дублине, невозможно в больших городах, в мелких, да, и обратно же, ты себе ничего не сможешь просто позволить, вот просто сидя на социале, ничего, никакой нормальной поездки. Я имею в виду, если ты полностью за себя сам платишь, полностью платишь, да. Если сейчас, конечно, поживешь по АРП, которую сейчас, ну, могут украинцы оформлять, то да, это немножко другое. Но, обратно же, снял жилье,
потом уволился, что-то получилось, не получилось, сел на социал, и что? Подаешься потом на что? На реинсуплемент, а если подходишь под условия, проживешь здесь нормальное количество времени и отчислишь определенное там количество этих билов, да, и именно такса, именно, то есть налога, то можешь подаваться на что? Правильно, на ХАП. Если вы знаете, то ХАП это тоже отличная такая программа, которая тоже помогает тем, кто не может за себя платить, и они платят там ого, то есть люди по ХАБу, там дом, например, 1100-1200, они по ХАБу платят 300 евро, а остальное все за них платит государство. То есть вот, пожалуйста, социал, то есть программы есть, можно выпетлять, но только когда ты получишь здесь какой-то статус. Здесь можно, но все равно эта жизнь будет не такая комфортная, если ты будешь работать. А если люди вдвоем работают, то это вообще не обсуждается. Вы будете комфортно жить, вам будет всего хватать, и ты будешь заходить в магазин, ты можешь и не будешь вообще смотреть на цены просто. Если вы вдвоем, например, работаете, да, и получаете, например, там не минималку, а хотя бы там каких-то 14-15 евро в час, то это вообще шикарно, роскошно, и живете в таком каком-то небольшом городке, это просто с головой, вы будете просто цари и царицы своей жизни, да. Так что вопрос риторический, можно ли пропетлять в маленьких городках? Конечно же, да. Ну и я знаю пример один, как у меня знакомый в большом городе, в Дублине, он тоже жил долго, платил, потом у него обстоятельства так случилось, они все перешли на социал, ну так случилось, и они оформили ХАП. И тот дом, который стоит 2, там что-то с половиной тысячи, потому что хороший район, он там платит что-то копейки, там что-то 400 либо 500 евро. То есть и все им хватает тоже. То есть куча моментов, конечно, есть. Но если мы говорим именно про украинцев, когда халявщиков, то, конечно, сейчас в данном случае, да, в данном случае у украинцев, конечно, много возможностей, чтобы сидеть просто ничего не делать. Этот хаб помогает, ARP помогает очень сильно людям просто расслабиться. Понятно, когда его отменят, вот тогда будет много суеты. Но я вижу, что уже сейчас много людей, которые работают, которые не сидят просто так, они уже понимают, что нужно наводить мосты, нужно немножко учить язык и как-то, да, интегрироваться. И им большой респект. Те, которые сидят, ну, закон же не запрещает этого. Так что вывод таков, что комфортно жить на социале в Ирландии практически невозможно. Есть момент, это когда ты получаешь социальный дом, но для этого нужно оставить большую очередь, много сделать разных движений. И, конечно, я так понимаю, что здесь дают, да, в первую очередь, ну, продвигают вперед, это там пожилые, да, одиночки, если у них не своя, там, как таким-то образом они, да, живут в съемных. И обратно же, если есть дети-инвалиды, либо сам человек-инвалид, то есть таким людям быстрее они получат эти социальные дома. Если у вас все хорошо, и вы там снимаете жилье хоть 10 лет, но при этом вдвоем работаете, нет никаких ограничений по здоровью, то, конечно, вы будете в конце списка, потому что вы не в приоритете. Вы и сами себя можете, как говорится, обеспечить и взять ту же ипотеку. А если у человека проблемы со здоровьем, он постоянно не работает, что-то у него такая чехарда, плюс там инвалидность, то все, 5-10, то таким людям и дают, почему называется социальное жилье, да, то есть давать жилье ограниченному людям с ограничениями какими-либо, то есть даже депрессия, это тоже ограничение в Ирландии. Так что по-хорошему в Ирландии трудно сидеть на социале и жить комфортно. И все адекватные люди, понимающие это, они работают, все работают. Хотя, когда я смотрю статистику, сколько людей получает социал и выплаты, я снимал про это ролик, да, 1 миллион 200 тысяч получает различные выплаты в Ирландии, вы понимаете, да? То есть, то, конечно, волосы немножко дыбом, и ты понимаешь, что, и еще статистика, 22% населения Ирландии, у них оформлена инвалидность. То есть этот факт тоже мне немножко не дает покоя. Хотя это не мои проблемы, это их страна. Они тут сами решают, сколько у них должно быть инвалидов. Хоть 50%. Это их бюджет, это их налоги, их деньги. И они сами решают, что им делать тут. Так что не нужно и нас учить, украинцев, да, как жить, мы сами разберемся. Возможно, мы здесь временно, и всем скажут, давайте, зиберт алюлю, ребята, собираем шмотки и ёбанзе нахер, ёбанзе биты. Все может быть.
но не нужно быть притворщиками и писать, что такие вот украинцы приехали здесь, сидят на халяву. Вы сами понимаете, что на этой халяве не разгонишься, это не так, прям не какие-то золотые батоны и унитазы. Если ты хочешь комфортно жить в Ирландии, нужно пахать, нужно ебенить, ебашить и быть в обременениях, то есть кредиты на машину, на ипотеку и постоянно как белка в колесе, с одного кредита на другой. Вот так вот они и живут. И вот этот весь успех, он добивается мозолями и, конечно же, потом. Только так. Так что, ребята, будьте бдительны, будьте нормальными людьми и следите за своей жизнью, потому что в первую очередь нужно смотреть, как у тебя. Что там у соседа, это пусть сосед решает. Как ему жить, как ему двигаться. Ты лучше загляни в себя, внутрь себя и пойми, хорошо ли у тебя все нормально или нет. Потому что если у тебя хватает времени влазить с чужими советами к людям, то я думаю, все-таки, значит, что-то у тебя не так. Потому что у тех людей, у которых все хорошо, они не тратят свое время, заходя в интернет и писать, да, он не будет тратить время, чтобы писать всякие язвливые, всякие агрессивные, неадекватные комментарии. Он кайфует от жизни, у него нет проблем с какой-то агрессией, с каким-то негативом, он просто кайфует. Если у человека все хорошо, ему пофигу, украинцы здесь на социале, румыны здесь на социале, и еще какой-то хрен с горы, ему все равно. Он ездит на классной машине, живет в классном доме, приезжает, у него красивая жена, детки, конфетки, все хорошо, ему некогда заниматься всей этой мишурой. А все вот эти прекрасные комментарии в кавычках пишут, конечно, люди, которых жаба давит и немножко в жизни им не повезло. Ну так в этом виноваты только вы, потому что каждый из нас сам кует свою жизнь, сам добивается и как-то, да, пытается делать ее комфортным. Если у тебя не получилось, от этого в этом не виноваты ни украинцы, ни все остальные, ни африканцы, ни сирийцы, никто, а только ты сам, дружочек, либо подруга, ты виновата в этом. Так что, ребята, будьте добрее, будьте позитивнее, всем хорошего настроения, мирного неба и всегда на связи, всегда держу в курсе.